Итак, показываю, что у меня получилось. Вот так у меня отстрочен низ нашей сумки. Здесь я сделала более мелкие квадраты. Сначала я прошила вот по крупным квадратам, а потом посмотрела, что более такое мягкое, мне хочется более такое плотное сделать. И я прошила еще раз. Вот так вот выглядит донышко с изнанки. Следы от мыла вот стираются влажной тряпочкой, вот так вот потереть, и они все сотрутся. А вот так вот у меня выглядит, это будет лицо. Лицо очень хорошо смотрится, простроченное на черном бархате. Вот. Теперь откладываем донышко, нам больше не понадобится, оно достаточно плотное, и мне как бы для сумки оно будет как раз вот очень даже хорошо подходить. Теперь скажу, что я сделала еще здесь. Вот у нас верхушечка. Опять же, я прошила сначала по вот тем лучам, которые мы с вами сделали. И мне показалось опять, что надо сделать поплотнее. И я еще раз поделила все наши лучики пополам. Вот таким образом. То есть у меня вот такие сектора получились вот такие длинненькие. Вот эту сторону я вообще здесь не зашивала. Для чего я это сделала? Я сейчас все вот эти наши сегменты заполню синтепоном. Берем кусочки, нам для этого еще понадобится очень хорошо работать пинцетом, потому что руками вы, естественно, синтепон сюда не сможете поместить. Итак, раскрываем вот сегментик, накручиваем немножко синтепона и его вкладываем прям вот к самому сюда, к самой серединке. Первую часть, вот, главное хорошо заложить вот эту верхушечку, прям очень плотно. Далее поедем лучше вот по кусочку, по небольшому. Отрывать от синтепона, вот так накручивать на пинцет и такими же закручивающими движениями вот вкладывать в сегменты. Расправляем и продолжаем. Берем кусочек и вкладываем в сегмент. Вот. Краешки где-то в пределах 8-10 миллиметров мы то есть оставляем пустым. Почему? Потому что здесь у нас будет зашиваться эта верхушечка, здесь у нас еще будет подшиваться молния, и поэтому нам и так будет толстая, поэтому здесь вот лишнюю толщину нам делать не надо. Вот. То есть вот таким образом, вот, смотрите, мы один сегмент заложили, сейчас я вам покажу еще один сегмент, чтобы вы уже видели примерно, что должно получиться. То есть мы придаем объем, не просто объем, а вот такими вот волнистыми частями у нас будет верхушка нашей сумки. Главное вот очень хорошо заполнить синтепон вот в этом месте, вот сюда, чтобы полностью все было заполнено. И вот самую макушечку вот здесь вот мы с вами сделаем. Вот здесь вот будет вот такая точка металлическая. И здесь из нее будет выглядывать бархатная ленточка. Кусочки бархатной ленточки еще так пришьем, и будет такая интересная верхушечка. Вот так. Вот, вложили немножко. Сейчас еще берем кусочек, схватываем, закручиваем и опять в этот сегмент вкладываем. Закручиваем и вкладываем. Придется поработать, чтобы заполнить полностью все наши сегменты. Вот. 2 сегмента заполнено. И уже видно, что получается. Видите, у нас какая? Так, по-моему, не видно. Вот. Видите, что у нас получается? Вот такие волны. Вот такие волны должны у нас быть на всей нашей верхушечке. Она немножечко у нас вот так вот приподнимется и будет очень красиво смотреться. Итак, наша задача полностью уложить вот сюда вовнутрь во все сегменты синтепон.